У нас сегодня в гостях второе поколение аудиоинтерфейсов от Audient. Младшая карточка ID4 и старшая ID14. На ID4 у нас есть отдельный полноценный обзор. Сегодня о ней мы говорить не будем, а рассмотрим ID14 во всей красе. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. К нам в руки попала как оригинальная ID14, так и обновленная версия ID14. Это достаточно интересно, я очень люблю подобные моменты, потому что у нас есть возможность сравнивать все прямо лоб в лоб, и мы этим обязательно воспользуемся. Давайте поговорим о карте. В целом, внешний вид, управление, начинка, все понемножку. При этом я буду делать особые акценты на том, что было изменено или улучшено по сравнению с предыдущей версией этой карты. Итак, ID14 — это все тот же самый аудиоинтерфейс внешний, такого форм-фактора настольного, десктоп, что называется, на 10 каналов по входу. 2 канала у нас в аналоге, причем здесь мы найдем предусилители студийные, со студийных консолей Audient, достаточно неплохие, выдающие 58 дБ усиления максимального. И 8 каналов дополнительно у нас в цифре, это оптический вход. Докупив специальное устройство, мы сможем с вами в аналоге уже получить 10 каналов параллельно. Но поговорим все же о предусилителе, потому что это достаточно важно. Я не буду говорить, что они здесь какие-то теплые, ламповые и так далее. Не буду вот эту, знаете, читать надпись с коробки, что обычно пишут. Скажу, что они здесь хорошие, они здесь малошумные, они выдают 58 дБ. В целом такого усиления более чем хватит для работы даже с динамическими дикторскими микрофонами. Ну и, конечно же, стоит уточнить, что эти предусилители А-класса. ID14 MK2 и ручной динамический микрофон SE-V7, который мы штатно используем в качестве такого референса в тестах с динамическим микрофоном. Не секрет, что различные преампы по-разному окрашивают звук, особо явно это слышно на динамическом микрофоне. Именно поэтому я хочу послушать, что вот эта карточка творит с этим микрофоном. И прямо сейчас давайте, не теряя времени, перекинем провод на вторую карту, перекинем туда же USB-проводочек и послушаем, какой звук будет уже на прошлой версии ID14. ID14, но уже первой ревизии с динамическим микрофоном звучит следующим образом. Напоминаю еще раз, что штатно для подобных тестов в качестве такого референса мы используем вокальный динамический ручной микрофон от SE-V7. Вот так и звучат преампы этих двух карт. Пока мы не ушли в окончательные дебри, стоит обозначить наши параметры. Весь звук сегодняшний мы пишем с помощью этой карты второй ревизии. Используем петличный микрофон, подаем на него фантомное питание, потому что для микрофона, вернее для предусилителя к этому микрофону нужно фантомное питание. Фантомка здесь есть, можно работать как с конденсаторными, так и с динамическими микрофонами. Усиление вы сейчас видите, вот этот первый канал, ручка, как она у нас выставлена, то усиление на микрофон у нас и подается. Поговорим немножко об инструментальном входе. Он здесь также имеется, выстроен он на полевых транзисторах и позволит нам прямо в линию записывать гитару, электроакустика, ну и бас, возможно, если вы хотите как-то поэкспериментировать. Эта штука позволит записать и получить при этом достаточно интересный звук, который будет отсылать нас звучанием к входной цепи ламповых усилителей. Да-да, именно за этим самым звуком вот эта история инструментальная и проектировалась. Я предлагаю вам послушать гитару электро. Послушаем ее с эффектами, послушаем без эффектов, а чуть-чуть попозже, уже в финальных тестах, мы с вами обязательно послушаем уже акустическую гитару.
Как вы видите, главным отличием новой карты от старой является цветовая гамма. Она здесь стала более темной, более нуарной. Я очень люблю такие моменты, когда обзорщики начинают обсуждать изменившийся цвет карты. Это, не знаю, мне кажется, это очень глупо, поэтому давайте пропустим этот пункт и сразу перейдем к чему-то, более вменяемому. Поговорим об управлении, например. Итак, здесь у нас вынесено управление двумя аналоговыми каналами. Есть по крутилке усиления для первого и для второго канала, они, конечно же, независимые. Есть подача фантомного питания для первого и для второго канала, она независимая. Это очень оценят люди, которые боятся фантомным питанием спалить динамические микрофоны. Друзья, теперь у вас есть возможность к первому каналу подключить, допустим, какой-нибудь кондер, ко второму ленточный микрофон, и ни за что его не спалить. Вот у вас есть все инструменты. Конечно же, индикация. Конечно же, мы можем увидеть состояние USB. Главная крутилочка, которая отвечает за регулировку громкости, в частности, на выходе. Здесь можно выбрать, какую громкость вы будете регулировать. Будет ли это громкость для громкого контроля, прошу прощения за тавтологию, то есть для мониторов, или будет ли это громкость для наушников или под тихий контроль. Есть кнопочка ID со специальными функциями. В частности, эта функция называется Scroll Control, которая позволяет с помощью вот этой самой крутилки задавать автоматизацию в ваших рабочих станциях. Это очень интересно и выглядит достаточно эффектно. Плюс этой самой ручкой можно задавать параметры для каких-то плагинов или просто листать сайтики в браузере. Это также достаточно эффектно, и в прошлом обзоре я это заценил. Также здесь есть какие-то мониторные функции, которые могут вам пригодиться. Например, есть диммирование или аттенюатор по выходу, фиксированный на 15 дБ. Нажимаем кнопку, и громкость у нас падает сразу же на 15 дБ. Это достаточно удобно, если вы хотите сводить сразу на нескольких громкостях, чтобы ваш микс также звучал как на чем-то громком, и на тихом уровне. Есть суммирование в моно. Эта функция также позволит нам работать с миксами, проверять их на моносовместимость, на какие-то фазовые проблемы. Это действительно достаточно часто бывает важно. Очень важное изменение мы заметим сзади карты. Здесь у нас появился дополнительный стереовыход для подключения дополнительной пары мониторов. Это поможет вам, если вы занимаетесь сведением сразу на двух парах мониторов. Или, допустим, можно первый стереовыход подключить вашу основную пару мониторов, а ко второму стереовыход подключить, скажем, внешний предусилитель для наушников, и уже этот самый предусилитель, звук с него, отдать музыкантам в тон-комнату, чтобы они играли, записывались под тот микс, который пойдет у вас на второй стереовыход. Здесь все достаточно вариативно, и в конечном итоге решать, что куда пойдет, нужно будет вам. Так что дерзайте. По выходу для наушников здесь теперь два выхода. На большом джеке и на маленьком джеке. У них разное сопротивление. Маленький джек, конечно, больше для капелек и для чего-то подобного. Большой джек, скорее что-то такое более мощное, как Bayer Dynamics. И на тот выход пойдет один и тот же мониторный звук. И оба выхода можно использовать одновременно, сразу две пары наушников, что тоже достаточно удобно. Если обратить внимание на USB-разъем, то в обновленной карточке Type-B сменился на Type-C. И это очень хороший знак, в частности, из-за того, что это изменение не только внешнее, но и внутреннее. Потому что вот эта карточка теперь работает на третьей версии этой замечательной шины. Это нам сигнализирует сразу о двух приятных вещах. Во-первых, Type-C — это унификация. Это разъем, к которому более-менее сейчас все приходят, такой стандарт негласный, и это здорово. Меньше проводов для комфортной жизни, и я всегда за это топлю. Во-вторых, USB 3 — это большая скорость по сравнению с USB 2. И это действительно так. И большая скорость очень важна, особенно для записи чего-то, скажем, гитар с обработкой в реальном времени. У вас есть проект в рабочей станции, он достаточно загружен виртуальными инструментами, плагинами и так далее. Плюс вы еще подключили гитару, навесили на нее кучу плагинов в цепь, и при этом вы хотите записываться без задержки, и без явных вот таких вот щелчков. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Именно здесь параметр задержки является решающим. Сейчас на своих экранах вы видите то, что мы намерили. Причем мы провели измерения как для старой версии карточки, так и для новой. Результаты, повторюсь, прямо сейчас вы можете лицезреть. Раз уж мы заглянули на заднюю часть карты, стоит поговорить про такую, казалось бы, маленькую фишечку.
оптический вход, ну, даже и не заметишь с первого взгляда, но которое нам развязывает руки и дает возможность пользоваться сразу 10 каналами на запись параллельно. Объясню, как это все работает. Изначально мы имеем 2 аналоговых канала. Дальше, уже подкопив денег или, возможно, придя к какому-то моменту своей профессиональной жизни, когда вы осознаете, что черт, мне нужно 10 каналов по входу. Вы докупаете внешний микрофонный предусилитель с оптическим же выходом, подключаете его сюда, и на предусилителе вы получаете 8 каналов, аналоговых уже, и здесь вы получаете плюс к ним еще 2 канала, которые идут штатно. Я уже говорил об этом, причем говорил, возможно, не 1 и не 2 раза, что это очень здорово, когда у вас есть такая возможность для дальнейшего обновления, для дальнейшего апгрейда. Если первоначально вы купили карту, вы находитесь в самом, не знаю, зачатке своих звукорежиссерских или музыкальных амбиций, а потом вдруг осознали, что нужно каналов побольше. Или изначально, покупая карту, вы уже знаете, что так, через какое-то время 2 каналов мне будет мало, я хочу 10 каналов. Ну или, допустим, пишите вы подкаст, и вы понимаете, что сейчас 2 ведущих. Но через какое-то время я хочу записать подкаст, где будет сразу 4 или 5 голов. В таком случае Audient ID14 — это замечательный выбор. Вы, по сути, не переплачиваете. У вас есть задел на дальнейшее обновление без лишней траты денег. Предусилитель внешний можно покупать не только от Audient, у них есть фирменные преампы, но можно, опять же, сэкономить и взять что-то от Behringer с преампами от Midas. Не самый плохой выбор, лично у меня такой есть. Работаю на нем иногда и души в нем не чаю. Если говорить об оригинальной линейке ID и о флагмане этой самой линейки ID44, то оригинальная, опять же, ID14, она отличалась от флагмана преобразователями, в частности, и отличалась в худшую сторону. Переработанные серии второй модернизации от этой проблемы немного ушли. Здесь у нас уже новые преобразователи, и по заверению производителя, вот эти самые преобразователи вплотную подбираются к тому результату, который выдает ID44. Ну и по циферкам, конечно же, это штатно 24 бита на 96 кГц. Согласитесь, друзья, что на эту красотку можно смотреть вечно. Но я бы хотел поговорить про управление с компьютера, потому что здесь у нас есть полноценная контрольная панель. Она представляется нам в виде такого цифрового, даже виртуального микшера для этой карты. У нас есть каналы по входу, у нас есть возвраты DAW, это либо рабочая станция, либо звуки из Windows или игры, смотря куда вы назначите эти самые DAW возврат каналы. Но я хочу поговорить о более интересных вещах. Все же здесь примерно все понятно. Есть несколько каналов по входу, ну, вернее, сумм мастеров, которые мы можем собирать независимых. Но я бы переместился в настройки к самому интересному. Во-первых, здесь можно задать как раз-таки работу с оптическим входом. Будет ли это SPDIF или будет ли это ADAT. Ну, здесь есть, например, работа с функциями кнопочки ID. Какая именно функция будет запрограммирована на эту кнопочку? Там, суммирование в моно, понижение фиксированной громкости, кстати, эта громкость тут варьируется. Ну, например, можно сюда же поставить тот же самый скролл-контрол, о котором было чуть ранее. Далее у нас идет токбэк, а вернее возможности роутинга этого самого токбэка. Конечно же, мы можем штатно назначить один из каналов по входу для токбэка и пользоваться микрофоном, подключенным в эту самую карту. Но помимо этого, мы можем пользоваться микрофоном, который встроен у нас в компьютер, и назначить его в качестве штатного микрофона для токбэка. И это очень здорово, и это интересно. Я такого никогда до этого не видел. Прикольно. И, конечно же, роутинг. Роутинг, друзья, страшная сила, потому что именно здесь мы имеем возможность раскидать 3 независимых микса по своим выходам. Допустим, у нас есть мастер-микс и есть 2 Q-микса. Они набираются независимо, звук в них независим друг от друга. Например, мастер-микс у нас идет на выход 1.2, мы подаем его для себя в мониторы. А на выход 3.4, допустим, у нас идет первая кьюшка, и она идет либо во вторую пару мониторов, либо куда-нибудь к нашим исполнителям на предусилитель для наушников. И последняя кьюшка независимо у нас уходит на наушники, опять же, либо для нас, либо для музыкантов, возможностей действительно
куча, и 3 независимых микса тут имеется, ими можно и нужно пользоваться. Ну, это на самом деле не так уж и сложно, главное, наверное, приноровиться. Штатно здесь, опять же, можно менять буфер, как это всегда происходит, и менять частоту дискретизации. А помимо этого есть настройка для лупбека. Мы можем назначить один из миксов для лупбека и уже, пользуясь вот этим самым, вот этой контрольной панелью, набирать в этот микс все, что нам нужно. Про лупбек пару слов. Это функция, которая будет полезна для стримеров и для людей, которые в целом занимаются какими-то прямыми трансляциями или хотят что-то записать, происходящее у вас на компьютере. Можно закинуть туда звуки из Windows, можно закинуть звуки YouTube, звуки игры, как-то смешать их с звуками, которые приходят на саму карту. В общем, возможностей действительно куча. И опять же, это не обязательно стримы. Можно, допустим, вам нужно что-то записать, происходящее у вас на компьютере, чтобы этот звук был записан в рабочую станцию. Loopback вам в помощь, благо все здесь настраивается достаточно легко. Нам осталось еще провести финальный тест, в котором мы послушаем вокал через широкомембранный конденсаторный микрофон и гитару. Это будет акустическая гитара, подключенная в DI-вход карты. Мы будем устраивать АБ-сравнение, будем писать все четко под метроном, как мы это делали на электрогитаре чуть ранее, чтобы можно было все как-то склеить, соединить в стык и послушать разницу. А есть ли вообще разница между вот этой карточкой и обновленной серией? Давайте вместе с вами это и выясним. Like a legend on the phoenix, all ends with beginning. What keeps the planet spinning? The first from the beginning. No, we come too far to give up. Raise the bar in our guns to the stars. She's up all night till the sun, not up all night to get some. She's up all night for good fun, not up all night to get lucky. She's up all night till the sun, not up all night to get some. She's up all night for good fun, not up all night to get lucky. 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 Not up all night. Not up all night. Not up all night to get lucky. Под конец ролика немножко халявы. То, что, не знаю, любите вы или нет, я это просто обожаю. На музыкальные выставки я хожу только ради халявы. Что идет нам в комплекте? Это, конечно же, 2 версии Cubase для компьютера и для мобилок. Они обрезаны, но это вполне стандартно. Идут виртуальные инструменты и набор плагинов, так что работать можно уже сразу при покупке вот этих самых карт. Ну, точнее, я говорю про обновленную версию, потому что старая, судя по всему, уже перестала существовать. По крайней мере, с официального сайта она как-то быстренько исчезла. На мой взгляд, ID14, просто нужно вставить какой-то небольшой имхо, свое мнение, да. Мне кажется, что это идеальный образчик карты вот именно своего сегмента. Она стоит не очень дорого, то есть цена на нее не завышена. Она стоит ровно столько, сколько она стоит. Эта карта на 2 канала изначально, но в дальнейшем есть возможность расширения. Так что если вы вдруг решите расти или ваши нужды вдруг, вы понимаете, если вам понадобится дополнительно 8 каналов аналоговых по входу, то, опять же, вы не будете переплачивать, чтобы продать эту карту на вторичке за меньшую цену, потом купить какую-нибудь новую с большим количеством каналов. Нет, вам этого не нужно будет делать. Вы просто докупаете внешний предусилитель с оптическим выходом и наслаждаетесь жизнью. Если вы заранее знаете, что дальше вы будете как-то расти, то, опять же, отличный вариант.
Очень хорошая начинка, снятая прямиком со студийных консолей от тех же самых Audien, как я уже сказал. И в общем и целом по звучанию они мне более чем устраивают. Но вопрос, опять же, к вам. А что вы думаете по поводу, ну, скажем, обновленной карты, если, опять же, сравнивать ее с этой картой или с другими аудиоинтерфейсами, которые сейчас есть на рынке? Напишите ваше мнение. Плюсы, минусы. Что вы считаете, нужно сюда добавить? Что вы считаете, наоборот, нужно отсюда убрать? Ну, если что-то такое есть. А опять же, если что-то вдруг осталось за кадром или что-то вам показалось, ну, не совсем понятным, то в описании к этому ролику мы оставим полностью переведенное руководство пользователя на русском языке к этой самой карточке. Читайте, переходите, пользуйтесь, учитесь работать с таким хорошим оборудованием правильно. Это залог будущего успеха ваших записей. Друзья, это был канал «Давай запишем». Здесь мы говорим о про-аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Лёш, передай привет. Это 5G чип. 5G чип. Отключили. 5G джип. Шейте мне чип, У меня джип в Москве. белорусский чип.